Мальчик по имени Томас был единственным ребенком в семье Сары и Линка. Он был забавным и энергичным мальчиком, который всегда радовал родителей своим сверкающим умом и жизнелюбием. Однако несчастье обрушилось на эту семью, когда Томас заболел тяжелой болезнью и впал в кому. Для родителей это был настоящий удар. Сара, мать Томаса, была раздавлена горем и страхом за судьбу своего малыша. Она стала проводить дни и ночи у его кровати, молясь на чудо и надеясь на выздоровление. Линк, отец Томаса, тоже не отставал от жены и сына, поддерживая их в этот трудный момент. Неделя за неделей проходила, а Томас оставался в коме. Сара была неузнаваема, она стала агрессивной, закрывшись в себе от окружающего мира. Ее глаза потухли от беспомощности и страха. Она начала испытывать неприязнь к своему сыну, не понимая, как такое могло случиться с их семьей. Она винила его во всем, кричала на него, говорила, что без него они были бы счастливы. Линк старался поддержать жену, но был раздавлен ситуацией не меньше. Его сердце кровоточило от боли за сына и от безысходности, которая овладела его женой. Он понимал, что им нужно быть сильными для Томаса, но иногда сам не знал, как преодолеть все это. 5 лет прошло, прежде чем Томас открыл глаза. Когда он проснулся, то выгнал мать из палаты. Врач, удивленный его пробуждением, обратился к мальчику с вопросами о его самочувствии и спросил, почему он выгнал свою маму из палаты. Томас взглянул на врача с серьезным выражением лица и рассказал правду. Он рассказал о том, как мать вела себя все эти годы, как она ненавидела его и утверждала, что без него их жизнь была бы лучше. Врач не мог поверить своим ушам, но видел искренность в глазах Томаса. Сара, услышав от врача о поведении своего сына, испытала глубокий стыд, ее глаза наполнились слезами. Она осознала, что ее беспокойство и страх превратились в ярость и обвинение, и это нанесло рану ее собственному сыну. Она решила исправить свои ошибки и умоляла Томаса простить ее. Мальчик Томас, посмотрев на свою мать, увидел в ее глазах искреннюю раскаянность и понимание. Он почувствовал, что в ее сердце все еще есть любовь к нему, и принял ее извинения. Сара и Томас обнялись, испытав глубокую связь, которая соединила их снова после долгого периода разлуки. Через месяц Томаса выписали из больницы. Он еще не мог ходить после долгой комы, поэтому передвигался на инвалидной коляске. Но врачи заверили семье, что Томас скоро будет ходить, нужно лишь время на реабилитацию. Их история стала уроком о том, как важно не терять веру и любовь в самые трудные моменты жизни, как только искренняя откровенность и принятие могут преодолеть любые несчастья и воссоединить расколотые сердца. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.